Привет, друзья! Прошлый тест сверл многим показался слишком простым и поверхностным. Я сравнивал время, требуемое, чтобы просверлить 10-миллиметровую сталь. Усилие было совершенно одинаковым для всех сверл. Это было около 15 килограмм. Это как бы мало. Обороты были 400 оборотов в минуту. Тоже мало. И поэтому было много критики. Я внимательно прочитал все ваши комментарии, и теперь я готов к новому тесту, в котором сверла будут испытаны в достаточно жестких условиях. Сегодня сверлам предстоит выдержать 5 различных испытаний. И это будет игра на выбывание. Сверла, не прошедшие испытания, они будут удаляться. Я буду тестировать сверла на различных материалах. Начнем с самых простых и закончим самыми сложными. Если в прошлый раз я тестировал на 400 оборотов в минуту, то сейчас я буду тестировать их в правильном режиме, который указан сбоку на станке. Для 5-миллиметровых сверл это получается где-то 1800-1900 оборотов в минуту. Начнем с самого простого материала. Это 10-миллиметровая сталь. Наша задача всем сверлам просто ее просверлить. Следующее испытание чуть сложнее. Это 3-миллиметровая нержавеющая сталь. Третье испытание. Нужно будет просверлить гаечный ключ хром-ванадиум. Четвертое, предпоследнее, достаточно сложное испытание. Сверла должны попробовать просверлить пильный диск, который сделан из стали HF9. Ну и заключительное испытание, самое трудное. Ну, разумеется, как и все хотели, мы будем сверлить напильник. Первое испытание закончилось. Есть хорошие новости, есть плохие новости. Начну с плохих. К сожалению, сверло с твердосплавными напайками, у него почему-то откололся краешек режущей кромки. Вероятно, это связано с тем, что все-таки здесь есть какой-то люфт, вибрация, они это очень не любят. Ну, я надеюсь, все-таки следующее испытание, оно сможет пройти нормально. Хорошие новости — это то, что практически все сверла очень легко прошли этот этап. Оказывается, все-таки давление решает. Когда давишь рукой, то получается гораздо лучше. И в среднем мне требовалось буквально 3-4 секунды, чтобы просверлить 10 мм стали. Причем как сверлами с кобальтовой добавкой, так и обыкновенными HSS сверлами. Это испытание не прошло одно единственное сверло. Это сверло фирмы Industry. Это самое дешевое сверло по металлу. Оно стоило буквально 20 центов. Ну, неудивительно, за такие деньги нельзя многого ожидать.
Второе испытание было уже гораздо интересней. Несмотря на то, что практически все сверла, кроме одного, прошли это испытание, последнее сверло, это сверло Bosch Titanium, которое думано для домашних мастеров и которое к титану не имеет вообще никакого отношения. Оно не смогло просверлить нержавейку. Оно раскалилось до красна, и мне кажется, оно расплавилось, потому что сейчас оно выглядит просто как окурок. Если в первых двух тестах интрига была в том, какое же сверло не справится, то теперь совсем по-другому. Сейчас мы будем сверлить ключ, гаечный ключ, на котором написано хром-ванадиум. И теперь интрига в том, кто же просверлит этот ключ. Закончился третий тест, сверлили гаечный ключ. Не прошли его практически все сверла, и удалось только 4 сверлам, последним 4 из карбида вольфрама, удалось сверлом с напайками, ну и удалось дорогим сверлом, кобальтовое сверло с покрытием из алюмонитрида титана. Остальные сверла не прошли. И у меня было такое неприятное ощущение, будто я посылаю их на верную смерть. Я знаю, что они не пройдут, все равно я ставлю в патрон, сверлю, и оно умирает. Наверное, когда котят топишь, такие же ощущения. Причем сверло, которое было китайское, из карбида вольфрама, у него во многих местах уже появились сколы на режущей поверхности. Но посмотрим, как эти 4 сверла справятся со следующими испытаниями. Сейчас будем сверлить пильный диск. Четвертый тест был уже интересней. Все 4 сверла его прошли. Все 4 сверла смогли сделать отверстие в пильном диске. Я очень удивлен, что кобальтовое сверло справилось с этим диском. Наверное, это связано с этим покрытием из алюмонитрида титана, что хоть и
Не с первого раза, пришлось подливать маслице, но все-таки просверлилось. Единственное, здесь видно отверстие, оно как будто бы немножко краешки оплавленные, а у остальных отверстий все очень ровно. Китайское сверло из карбида вольфрама, у него появилось еще больше сколов, у него поверхность теперь совсем такая ребристая. Сверло с напайками, новых сколов нет, хорошо отработало, хотя и не очень быстро просверлило. А дорогостоящее сверло идеально, просто идеально. Буквально 2 секунды и отверстие готово. Ну что, теперь самый ответственный и интересный тест. Тест напильника. Знаете, наверное, сверло, которое кобальтовое, я вообще не буду сейчас использовать, потому что оно однозначно не просверлит, это просто будет 100% убийство. Я потом буду себя плохо чувствовать, если так сделаю. Поэтому испытываем только сверла с напайками и карбидовые. Это очень ответственное дело. Я волнуюсь. Никогда в жизни я не пробовал просверлить напильник. Мне всегда казалось, что это совершенно нереально и вообще абсурд. Напильник очень твердый. Как его можно просверлить? Поэтому я буду подливать маслице. И это первое сверло с твердосплавными напайками. Есть, готово. Интересно, что осталось от напаек. Ну, знаете, я так новых сколов никаких не вижу. А это сверло справилось. Посмотрим, что будет дальше. Это многострадальное китайское сверлышко. У него уже почти полностью скололись все кромки, но кое-как оно сверлит. Ну что, поехали? Дадим оборотов побольше. 2500. Но нелегко. Ну, сейчас последнее, самое крутое сверло из карбида вольфрама. У меня даже нет сомнений, что просверлит и просверлит хорошо. Маслице я налил. Сразу будем сверлить на оборотах 2500, как и предыдущее сверло. Идеально, просто идеально. Но кромочка скололась. Да, с одной стороны появился скол. Но по скорости, что напильник, что железку, все одинаково. Обратите внимание, что стенки последнего отверстия самые гладкие. Ну вот, тест завершен. Было очень интересно, но очень больно было портить все сверла, когда я пытался просверлить гаечный ключ. С одной стороны, подумаешь, железки, расходник. С другой стороны, я так привык к ним. Так что, наверное, теперь придется осваивать мастерство заточки сверл. Я надеюсь, вам тоже был интересен этот тест. Может, узнали даже что-нибудь новое. Сможете теперь дома сверлить свои напильники, знаете чем. Спасибо вам, что посмотрели. Пока!